мы с вами за естественность сегодня. Большая дыра получилась, будто все модели на одно лицо. И я пока не особо понимаю, чем мне с такой рожей заняться. Сегодня я буду повторять макияжи с курса Pink Mint I'm Fucking Star. Я слишком стар для всего этого дерьма. Буквально несколько дней назад известный визажист Анастасия Матвиенко, известная под ником Pink Mint, выпустила свой новый онлайн-курс. На курсе представлены 4 макияжа, а также гайд по оформлению сторис. Почему я очень хотела, но не купила этот курс, и получится ли у меня повторить эти макияжи самой, сегодня узнаем. Всем привет, с вами Лена Ягермис, я креативный мейкап-артист, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Несмотря на то, что я уже делала свой мастер-класс и в принципе я умею достаточно многое, я всегда не против научиться чему-то новому. Особенно у талантливых людей, чей подход мне интересен и отличается от моего. Как раз одним из таких визажистов является Pink Mint. Мне безумно нравятся ее работы, Настя очень крутая, у нее есть свой стиль, свой почерк, свои техники. И я действительно хотела купить ее новый курс I'm Fucking Star 2, но оказалось, что я I'm Fucking Bitch. Ну типа bitch это в смысле не сучка, а нищеброд. Ладно, на самом деле о причинах, по которым я его не купила, я расскажу чуть позже, так сказать, сохраню интригу. А пока расскажу об этом курсе. На курсе представлены 4 разных образа, то есть 4 макияжа, а также гайд по созданию красивых сторис. Все это позиционируется как премиальная линейка видеоуроков. И о его люксовости, богатости и премиальности также говорят расценки. Потому что самый дешевый тариф на этом курсе стоит 14 тысяч. Сколько? Да ты шо, охуел? В принципе, цена нормальная, но это все же одна из причин, по которой я этот курс не купила, но об этом позже. Макияжи на курсе действительно безумно красивые. Настя Pink Mint очень классно работает с контурингом, с лицом, с губами. И во всех ее макияжах прям очень хорошо замечен ее почерк. И здесь, в отличие от курса Наталины, у меня не возникает вопросов о трендовости, потому что все эти макияжи, ну, реально в тренде. Единственное, что меня смутило, это вот этот гайд по оформлению сторис. Конечно, это приятный и полезный бонус, но, как мне кажется, сейчас ведение сторис не особо актуально. Если бы это был гайд по созданию Reels, то у меня бы вот вообще не было вопросов, просто вот беру. Сейчас с помощью Reels просто многие реально раскручивают свои аккаунты и находят огромное количество новых клиентов. И форматы коротких видео есть уже во всех соцсетях, начиная от ТикТока, собственно, и заканчивая уже Ютубом, Контактом. А сторис сейчас уже как-то ушли на второй план. И на данный момент как раз тренд, чтобы сторис были максимально естественные. Все чаще люди выходят в сторис без масок, без фильтров, без каких-то текстов заготовленных. Ну и вообще я сейчас заметила, что в основном сторис используются для рекламы и для анонсов каких-то постов новых своих. А уже всякие красивые жизненные моменты уже монтируются и пакуются в рилсы. Так что уже в 2024 году тема оформления сторис мне показалась не особо актуальной. Ну ладно, мы же здесь все собрались из-за макияжей, ну правильно, так что давайте повторять. Из 4 макияжей я выбрала 2 самых креативных, и первый макияж будет в золотой цветовой гамме. Так как я не покупала курс, в этом видео не будет никаких сливов, то есть я просто повторяю и отрабатываю по фану макияжи на курс, по которым я зажопила денег. Но я подготовилась и пересмотрела все видео с участием Pink Mint, где она делает макияж Натальи Шик, где она красит Алену Погребняк. Я просто несколько дней прожила в соцсетях у Насти, пересмотрела все ее интервью, все ее рилсы, так что я попробую воплотить в жизнь ее техники и фишечки, которые я нашла в свободном доступе. Так что никого не хейчу и хлеб чужой не ем. Посмотрим, получится ли у меня сегодня перевоплотиться в настоящую куклу Братц. Для меня это тоже будет такой небольшой челлендж, потому что все Настины схемы, которые я нашла в открытом доступе, они очень нестандартные. И, конечно же, повторить мне это все безумно интересно. Но перед тем, как начать, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием. Кстати, я тут еще в честь Насти купила вот такие прекрасные розочки на фон. Как раз тут и Pink, и Mint есть. Мята у меня тоже есть, кстати, в холодильнике. Итак, в первом макияже я вижу блестки, коричневую стрелку, которая меняет разрез глаза. Очень нетипичный мейк для меня, давайте попробую. На фото у модели матовый тон, поэтому я тоже возьму какой-нибудь матовый плотный тон, например, вот этот от Catrice. Но так как кожа на фото выглядит достаточно естественно, я еще добавлю немного вот этого тона от Сода. Я заметила, что Настя наносит тон спонжем, я тоже воспользуюсь спонжем.
В своих видео Pink Mint очень часто показывала один интересный лайфхак. Она использует фиксатор не в конце, а в процессе макияжа. И если есть какие-то шелушения, она наносит фиксатор на лицо вместе с тоном. И эти шелушения прибивает, чтобы они были менее заметными. Давайте попробуем, хотя у меня на данный момент вроде бы как шелушений особо нет. Можно еще остатки тона распределить по шее. Еще у Pink Mint очень частая тема – это блеск на груди и ключицах. Для этого она использует разные жидкие хайлайтеры. Я возьму гелевый хайлайтер от Gef Moi Glow Maker в оттенке Sun. Первый раз его использую, надеюсь, не переборщу. Подчеркиваю себе шею, ключицы, плечи. Хайлайтер с такими золотыми, красивыми, мерцающими блестками. Вы только посмотрите, какое красивое у меня получилось свечение. Теперь наношу консилер и буду делать это по схеме, которую я видела у Анастасии в Reels. Консилер наносится точечно под глаза по полукруглой форме. А также на участке, где вот здесь складочки, как раз таки они у меня ярко выражены. Немного консилера на подбородок, вот сюда, на спинку носа. И пару линий вот тут под скулами. Будем сегодня делать такой трендовый макияж, где вот эта часть будет высветляться. Она тушует консилер одновременно и плоской, и при этом пушистой кисточкой. И я, кстати, тоже такие кисти обожаю для растушевки консилера. И еще она говорила, что в тех местах, где есть поры, лучше наносить консилер круговыми движениями, вот так кисточкой. Как раз давайте проверим это в районе носа. И это, кстати, отлично работает. Класс, лайфхак, просто пушка. И теперь переходим к контурингу, здесь все будет, вероятно, очень плохо. А может быть и нет, может из меня действительно куколка получится. Вообще я посмотрела, что Pink Mint обычно работает на таких добротных люксовых продуктах, поэтому я возьму свой кремовый скульптор от Anastasia Beverly Hills. Но он у меня такой достаточно серый и очень холодный, поэтому я его смешаю со скульптором от Wet n Wild. Он такой как раз более яркий, загорелый, более теплый. На видео Настя показывала очень интересную кисточку, и у меня есть нечто подобное от Pro Кисти. Она выглядит вот так, по диагонали, с небольшим уголком. И очень легко вбивающими движениями наношу кремовые продукты. Я люблю работать с плотными кистями и люблю как раз вбивающими движениями, что сухие, что влажные текстуры наносить. Буду делать контуринг примерно по подобной схеме. Во-первых, она ведет линию скулы практически до губ. И вот тут, я так понимаю, она поднимает контуринг немного наверх, на щечку. Обычно я так не делаю, я сильно скульптор губам не веду, в основном затемняю только вот эту часть и увожу немного наверх. Также она делает более острый подбородок за счет того, что затемняет вот эти вот треугольнички. И затем уходит в бок по нижней челюсти. Мне не очень нравится мой подбородок, обычно я его вот здесь вот снизу специально затемняю, потому что иначе он мне кажется достаточно массивным. Обычно я начинаю вести контуринг от скулы прямо до лба, но тут опять же совершенно другой момент. Я делаю контуринг поверх от брови до волосистой части лба. Так немного его наношу по диагонали, а также вот отсюда, от складки верхнего века, чтобы глаз немного вытянуть. Также контуринг наносится вокруг губ, чтобы сделать губы визуально больше. И теперь самое странное – это контуринг носа. Обычно я себе не делаю контуринг носа, я затемняю только вот здесь вот нижнюю часть, чтобы сделать его покороче. Но Настя рисует вот здесь линию прямо от начала брови и вдоль самого носа прорисовывая две вот такие параллельные линии. Пока что мое лицо выглядит очень необычно. Также у модели нанесены очень легкие естественные румяна. Я возьму вот эти румяна от Пастель, они в таком естественном натуральном оттенке. Но скажу сразу, я вообще не фанат кремовых румян, мне кажется, они прям нормально так постоянно что-то подседают и делают тушевку не идеальной. Но давайте нанесем, и я буду румяна добавлять вот по этой схеме. Я румяна наношу с руки, чтобы точно не переборщить. Румяна должны перемешиваться с контурингом, чтобы одно как бы вытекало из другого. И увожу их вот сюда на щечку. Немного румян добавляю на кончик носа, на подбородок. Вот сюда еще можно немного. Теперь по тем же линиям я закрепляю все сухим скульптором. Давайте возьму вот такой тепленький от Beauty Bomb. И добавлю каких-нибудь очень легких румян. У меня есть минеральные румяна от Eco Make. У них прям такой очень легкий нейтральный оттенок. И немного так объединю румянами все лицо.
Да, конечно, очень интересный вариант скульптурирования для моего лица. Обычно я делаю что-то более легкое и естественное. Хотя где я и где естественность? Я немного запуталась, где она использует пудру и в какой момент она использует бейкинг. Поэтому я сначала аккуратно припудрю свои главные проблемные участки. Возьму вот такую рассыпчатую пудру от Influence. И в моем случае обязательно проработать лоб. И, конечно же, всю Т-зону. Подбородок. Вот эти носогубки, где у меня вечно скатывается тон в морщинах. Наношу все очень аккуратными вбивающими движениями и обязательно добавлю немного под глаз. Теперь этой же пудрой я сделаю бейкинг, и себе я вообще никогда не делаю бейкинг. Мне как-то и без него на лице всего хватает и выглядит норм. Надеюсь, что вот эта пудра от Influence подойдет для этих целей. И мне не придется смывать весь макияж лица и повторять все мои мучения заново. Буду наносить бейкинг по вот такой схеме при помощи спонжа. И, честно, я не понимаю, тут спонж должен быть сухим или мокрым. Если что, будем винить во всем мой мокрый спонж. Она наносит бейкинг от уха до подбородка, осветляя нижнюю часть челюсти. Также под глаза, как раз чтобы тени не осыпались и не оставляли следы. Также на боковые части носа. Наконец-то, я прям вот ждала, будет ли что-то еще с носом, потому что просто такой контуринг без высветления вот этих боковых участков, это не очень рабочий вариант, потому что это может сделать ваш нос еще больше. Также немного она наносит прямо на спинку носа. Вообще, по идее, какое-то время бейкинг должен остаться и закрепиться на лице. И я пока не особо понимаю, чем мне с такой рожей заняться. Потому что я как бы сейчас планировала наносить хайлайтер, но с таким лицом вообще ничего не понятно. Ладно, посидим, подождем. Надеюсь, все, что там должно было запечься, оно уже запеклось. Ладно, я уже задолбалась ждать и убрала эту пудру, и в принципе все более-менее окей, но, к сожалению, у меня какие-то проблемы с носом. Потому что вот здесь вот пудра просто выделила мои шелушения и стало очень заметно. Ну и контуринг носа выглядит тоже не особо идеально. Но я хотя бы очень счастлива, что эта пудра убирается, потому что я как-то сделала бейкинг, вроде бы как пудрой для бейкинга. И она прям так же вот как легла, так пятнами на лице и осталась. Это был полный кринж. Наконец-то начинается время хайлайтера, и здесь на фото такой достаточно обычный хайлайтер, немного отливающий в золото, поэтому я возьму вот этот хайлайтер от Catrice. В общем, он дает не прям золотое, а такое достаточно светлое свечение, и надеюсь, тут он будет в тему. И здесь я тоже вижу совершенно другие техники, в отличие от моих. Хайлайтер наносится на скулы, но тут я заметила, что он даже прям больше на щеку выступает. Внимание, вопрос, как нанести хайлайтер, если только что мы делали бейкинг. Я старалась максимально у зоны хайлайтера обойти стороной, не наносить туда ни пудру, ни бейкинг, но все равно она туда попала. Так что хайлайтер наносится достаточно сложно. И Настя говорит, что нужно хайлайтер очень хорошо растушевывать вот так вот вокруг, чтобы он прям выходил из нашего макияжа. Также она наносит хайлайтер под бровь, над началом бровей на лоб, вот сюда, на вот эту вот часть на переносице между глазами. И опять же, с моей горбинкой на носу подобный вариант контуринга именно носа — это не самая удачная идея. Ах да, чуть не забыла еще добавить хайлайтер на ухо. И давайте еще чутка на подбородок. Да, у меня, наверное, странный цвет губ, я просто нанесла вот этот черный бальзам от Beauty Bomb. Теперь у нас должны быть брови, ну а что делать с бровями, да хер его знает. Потому что у Насти Пинкминт все модели это девушки, ухоженные, красивые, с идеальными бровями, с укладкой. Не то что я, панкота вонючая. И ей остается просто делать легкие невесомые брови, аккуратно подчеркнуть их модели карандашом. В моем же случае без пол-литра не разберешься, ну вернее без одного карандаша не разберешься. Мне нужно и кисти, и тени для бровей, и гель, чтобы сделать мои брови хоть чуть-чуть похожими на то, что делает Пинкминт. Но это, конечно, грустненько, потому что с моими бровями ее техники, увы, не работают. На самом деле это очень сильно бесит, потому что я постоянно смотрю эти курсы у разных спикеров, у разных блогеров, и просто они такие берут идеальную модель, зачесали ей бровки, и все отлично, пошла, молодец, красотка. А мне-то что делать с моими обрубками нерастущими, кривыми? Легкие невесомые брови. Сейчас, блин, у меня на эти легкие невесомые брови полчаса уйдет как минимум. 2 hours later. Что-то подобное получилось, я сделала все от себя возможное. И, наконец-то, мы переходим к макияжу глаз. Сначала вот таким карандашом-хайлайтером от Astra. Матовой частью я выделю слизистую и введу карандаш вот сюда к виску.
И тут я уже как бы сделала половину макияжа и поняла, что у меня нет коричневого карандаша, на котором как бы основывается весь сегодняшний макияж, что губ, что глаз. Можете мне похлопать. Вот это, знаете, как трэш-обзоры на салоны красоты. Когда блогер к ним приходит, просит у них какой-то яркий цветной макияж, и они такие, ну, у нас тут только все коричневое. Но у меня как раз обратная сторона медали, потому что у меня есть карандаши всех оттенков, есть лайнеры всех оттенков, но, блин, нормальных коричневых просто раз-два и обчелся. Ну, как бы один для глаз, другой для губ. Ладно, надеюсь, вы меня простите, главное соблюсти ту форму, которая нужна. Давайте сначала я нарисую такую вытянутую стрелку. Опять же, я себе редко рисую такую форму. Кончик стрелки должен быть прям очень тонким. Я его так аккуратненько подвытянула к виску. Теперь во внутреннем уголке также должна быть такая коричневая галочка. И она должна уходить вот сюда, вдоль складки века. Сразу же маленькой кисточкой я карандаш растушевываю. И теперь вот отсюда, практически от начала глаза, мне нужно провести ровную линию, которая будет прям ломать мой глаз. Я тебе сейчас сломаю, придурок. Тоже сразу же карандаш растушевываю. Не, ну вообще выглядит интересненько. И теперь светлым консилером можно немного почистить границы стрелки. Теперь я возьму палетку теней от Астра и вот этим нейтрально-коричневым оттенком затемню вот здесь вот складку века. Также растушую границу вот тут внизу. И вот сюда закреплю везде, где у нас был карандаш. Конечно, у модели этот цвет более холодный, но в принципе воспользовалась тем, что было. И теперь на все подвижное веко и на нижнюю часть нанесу золотой оттенок Radiation из палетки от Beauty Bomb. И, кстати, на моем канале есть очень большой обзор как раз-таки этой палетки и всей новой коллекции Beauty Bomb. Наношу тени вот сюда, прям пальчиком. И теперь кисточкой я эти тени вот так вот выделю по диагонали. И также немного этих теней нанесу на нижнее веко. У меня возникло очень странное желание в этот макияж нанести одновременно и пигмент, и блестки, чтобы прям все сверкало как Матерь Божья. Но я пока вообще не особо понимаю, как лучше будет смешать вот эти два продукта и как их друг на друга клеить. Ладно, возьму праймер от NYX для глиттера. Через руку вот такой вот кисточкой Duo Fibre я очень аккуратно наношу его вот сюда, на верхнее веко. И на нижнее веко. Прям делаю это очень легкими движениями. И теперь добавлю вот этот золотой пигмент от Clipage Pro в оттенке Хризоберил. Я прям не удивлена, что у Анастасии в этом макияже использованы глиттеры, потому что я помню самый ее знаменитый макияж с глиттером, который ну просто элементарный. Просто раз-два нарисовал галочку коричневым и приклеил блестки на клей. И как раз таки этот макияж Алену Погребняк просила сделать в каждом салоне, и никто из салонов не соглашался, потому что никто не знал, как его делать. Ну ладно, тут у нас по-любому тоже блестки, поэтому я возьму вот такой вот золотой рассыпчатый глиттер, биоглиттер, потому что у нас как бы в Европе все отменяют микропластики, остается только биоглиттер, и стоят они просто дохренища, и если в рублях, то набор из двух таких баночек стоит где-то 13 или 15 евро. Это 1300 рублей за две баночки вот таких блесток, между прочим. Ладно, я надеюсь, ничего страшного не случится, если я снова нанесу вот сюда клей для глиттера и добавляю на него блестки. И всю ту же самую штуку делаю на нижнем веке. У меня, правда, блестки немного крупноватые, но я думаю, ничего страшного. Теперь обычной черной тушью я прокрашу реснички и тоже буду это делать по диагонали, чтобы сделать взгляд еще более лисим. И вообще у Насти очень интересная схема работы с ресницами. Но здесь, я так понимаю, просто будут наклеены пучки, и я их также наклею под углом. С нижними ресницами я, честно, не понимаю, что происходит. Либо тут просто маленькие ресницы наклеены, либо они как-то вот так вот очень клево нарисованы. В общем, я предлагаю сделать так. Вначале прям вот здесь вот я черной тушью свои ресницы прокрашу, а вот здесь уже от серединки глаза начну их приклеивать. Не знаю, почему всех так шокирует, когда Настя говорит, что она ресницы подрезает. Это вообще нормальная тема. Я-то вообще иногда и свои ресницы подрезаю. Ну потому что иногда растет как-то криво одна ресница, и прям вот бесит она, весь макияж портит. Так что здесь можно как раз подстричь все, что не нужно.
И на нижнем веке тоже придам ресницам такую идеальную форму. Ну и, конечно же, завершим мой сегодняшний макияж большими сочными губами, которых у меня нет, но что поделать. А еще у меня нету подходящего коричневого карандаша, поэтому я возьму жидкие тени от Alien и карандаш от Colourpop, попробую замешать их вместе и маленькой кисточкой буду выходить за контур. Надеюсь, у меня получится сделать хоть что-то похожее. Вот эти вот уголки тоже заполняю по краям коричневым. Вот это свисток у меня, а! Вообще я очень сильно намучилась с подбором цветов, потому что я такими оттенками особо не пользуюсь. И вот так вот выглядела моя рука, когда я была в поиске. Внутри я заполню губы светлой помадой от Эстрад. И я наношу ее вот так вот аккуратно кисточкой, чтобы выглядело естественно, таким полупрозрачным слоем. И мы с вами за естественность сегодня. И теперь на все губы я хочу добавить блеск. Мешаю вот эти два. Это лип-глосс от Scent с золотыми блестками, который мне достался в адвент-календаре, в самом вообще дешевом, офигенном адвент-календаре. А вот этот коричневый блеск от Beauty Bomb. Тоже всю эту красоту растушевываю кисточкой, чтобы не смазать наше великолепие. Вообще я очень сильно задолбалась с этим макияжем, потому что ну вообще все не так, как я тебе делаю обычно. Ну, собственно, в этом и был прикол этого челленджа. Получилось ли у меня сделать что-то подобное, решать вам в комментариях. Но на данный момент я собой абсолютно довольна, потому что у меня совершенно другой фейс. И я очень рада, что я все же смогла приблизиться хоть немного к тому, что мы видим на фотографии. Такая я прям бич. Не, мне серьезно очень весело. Я не привыкла видеть себя настолько гламурненькой. Ладно, пора раскрыть все карты, почему я не захотела покупать этот курс, хотя я очень бы хотела. Во-первых, меня остановила цена. Да, 14 тысяч это отличный прайс за хороший инфопродукт, но для меня это на данный момент не особо актуально, потому что я не работаю с клиентами и не зарабатываю на своих макияжах. Соответственно, если бы у меня были клиенты, я бы работала визажистом, мне бы это было нужно. И главное, что потом бы оно окупилось, то есть я бы вложила денег и начала бы делать еще круче, еще интереснее. Но на данный момент для меня это бессмысленная трата денег, потому что я не работаю как визажист. Во-вторых, мне не особо понятен набор моделей именно для курса. Здесь это просто безумно красивые девушки. Модели ухоженные, с большими красивыми губами, с идеальными бровями. И с такими девушками работать очень просто, потому что они будут красивые, да, наверное, с любым макияжем. Мне бы хотелось видеть на курсе разные типажи внешности, потому что здесь как будто все модели на одно лицо. В формате обучения мне бы было намного интереснее наблюдать не как красивую девушку красиво красят, а как вот из меня с моими нерастущими бровями, с моими кривыми губами, с моим носом с горбинкой. Вот когда с этим всем сделают вот так. То есть я погуглила, это реально модели, у которых огромное количество подписчиков. То есть они офигенно следят за собой. И обычно на макияж приходят совершенно обычные люди, которые просто в какой-то важный для них день хотят выглядеть классно. Соответственно, в формате курса, который стоит 14 тысяч, мне бы не хватило знаний по работе с обычными людьми. Да даже если просто взять меня, то есть я на этом курсе не получила бы информации, как нарисовать мои лысые брови, как контурировать именно мой нос, потому что он у меня нестандартный, с горбинкой. Как говорила в интервью Настя, она использует в основном одну схему макияжа и подстраивает всех моделей под свой вот этот идеал. И действительно, используя ее техники, у меня получилось стать такой гламурной красоткой. Но как бы будем честны, у меня тоже модельная внешность. Это называется высокая мода, да. Не, ну серьезно, я как фотомодель уже лет с 14 работаю. Но все равно, по поводу обычных клиентов с самой обычной внешностью, с какими-то высыпаниями, с какими-то небольшими недостатками, где нужно что-то скорректировать, поправить, вот у меня все же до сих пор есть сомнения. Ну и, конечно, запускать курс 1 января это прям вообще такой рискованный ход. Все же как-то 1 января я не думаю, что людям вообще есть дело до какого-либо обучения. Не, ну это не минус, это я так, это я просто поржала. Ладно, давайте сделаем второй макияж, и он для меня наиболее интересный, потому что он в цвете. Еще и в черно-розовом, то есть возвращаемся в 2007. Эмо, эмо.
Какая чёлка. Не, ну челка реально пи***кая. Ну прости меня, Настя, но этот парик, он реально, блин, портит весь образ. Он такой блестящий, прям хреново уложенный. И у меня прям в голове не вяжется настолько дорогой, красивый, трендовый мейк. И вот этот дешевый парик, как будто кто-то на утреннике его в детском саду отжал. Ну ладно, мы тут, собственно, не о париках говорим, а о макияже, а макияж реально охренительный. И, скорее всего, этот образ вдохновлен куклой Monster High Дракулаурой. Я уже нанесла на лицо тон с влажным финишем и консилер, и я вспомнила, что надо задекорировать область ключиц. Так что на тело я нанесу хайлайтер с AliExpress. Вероятно, это последнее применение этого хайлайтера, потому что, скорее всего, он уже давно высох и просрочился. Потому что он у меня валяется без дела уже года, наверное, 4, и он настолько жутко съедает тон, что единственный вариант его применения — это просто нанести его на все тело. Я думаю, после этого макияжа я его выброшу с чистой совестью, потому что, ну, хоть для чего-то крутого он пригодился. Этот хайлайтер выглядит, конечно, ну прям очень хайпово, но на лице он просто ужасен. И теперь я наношу контуринг, по сути делаю все то же самое, что и в первом макияже. О, я еще вспомнила одну фишку, которую рассказывала Pink Mint. Это 2 косички заплести вот здесь. Они затягиваются, закрепляются за волосами, и за счет этого создается эффект как от тейпов. Ну, наконец-то, хоть кто-то из визажистов сказал, что тейпы это кринж, и предложил другую классную альтернативу. Но единственное, что надо быть не рукожопом, чтобы суметь заплести эти косички, потому что мне получилось так себе. Потому что, ну, на мой вкус тейпы выглядят просто ужасно, безвкусно. И сейчас это уже ни разу не стильно. И мне показалось лишним в этом образе на фото слишком темная загорелая кожа, поэтому я себе настолько загар делать не буду. В этом мейке основной акцент идет на румяна, и у меня есть вот такие розовые румяна от Небледная. Они как раз кремовые, я их еще на лице ни разу не пробовала, но меня радует, что в этом макияже хотя бы способ нанесения румян хоть как-то близок к тому, что я обычно делаю себе. То есть румяна наносятся не вот сюда вот на щеку, а на скулу и уходят вот туда наверх. Ой, такие они пигментированные. Ну, кстати, тушуются классно. Так, и на нос вот сюда тоже нужно обязательно нанести. Ну и тут, как и в прошлом макияже, я все дублирую сухим контурингом. И румяна продублирую вот такими вонючими румянами с Wildberries за 100 рублей. Вероятно, я переборщила, в отличие от референса с румянами, но, тем не менее, я просто реально хочу сделать, наконец, какой-то яркий макияж. И теперь делаю бейкинг, ничего нового, я уже вроде бы как даже научилась. Мне кажется, хайлайтер в этом макияже можно оставить напоследок, потому что блесток здесь прям ну очень много по всему лицу. Вообще это, конечно, пипец как забавно, потому что Pink Mint в основном всяким дорогущим люксом пользуется. Ну, по крайней мере, как я поняла из видео. А у меня тут просто всякие ноунеймы с Алика за 100 рубасов. Хэштег мут экономия. Нормально. Ладно, у меня скоро тоже будет обзор на люкс. И далеко не уходим от AliExpress, потому что я возьму свою любимую палетку с Алика от You Can Be. Здесь есть потрясающий розовый оттенок под названием Grape. Я нанесу его на все верхнее веко, вытягивая в стрелочку. У модели, конечно, менее яркий цвет, но мне захотелось опять же сегодня что-нибудь такое в своем стиле. И теперь ввожу его в кожу светло-розовым оттенком Milkshake. Так как на нижнем веке у меня был бейкинг, а я хочу добиться максимально черного цвета, я нанесу черную подложку, вернее черную матовую помаду на нижнее веко. Давайте, например, возьму палетку Ghost Tape, черным цветом продублирую нижнее веко. И теперь черными тенями буду делать стрелочку над складкой верхнего века. И вот в этой части ввожу ее плавно в кожу в розовый. И теперь уже маленькой, более пушистой кисточкой растушевываю этот черный наверх. И осталось вот этим темным пурпурным оттенком оттенить нижнюю границу. И наконец-то настало время хайлайтера, и в качестве хайлайтера я буду снова использовать вот эту непонятную хрень с Wildberries за 70 рублей. Кстати, у меня на канале есть уже 2 видео с обзором самой дешевой косметики с Wildberries, и, как ни странно, там иногда находятся очень крутые штуки, например, вот это. Немного наношу на подбородок, здесь над бровями, вот сюда вот на спинку носа, а также очень много хайлайтера вот сюда, в начало глаз.
Надеюсь, что мои глаза от этого дерьма не вывалятся, потому что, честно говоря, не особо-то я доверяю этому хайлайтеру. И еще мне хочется добавить немного цветного блестящего пигмента. Это пигмент от Тами Танука под названием «Сестра радужного дракона». Обожаю этот пигмент, он просто безумно красивый, как раз в таком розовом оттенке и немного переливается в голубой. Мне вот опять же в этом макияже как-то немного не хватило цветного хайлайтера, поэтому пигмент будет в помощь. И в отличие от прошлого мейка, этот макияж мне показался достаточно простым. И теперь я возьму черную подводку и нарисую ей самую обычную стрелочку, которая будет идти вот отсюда и уходить как раз в эту линию. И затем черным гелевым карандашом прорисую слизистую на нижнем веке, чтобы было прям черным-черно, как в далеком 2007-м. И теперь нанесу розовую тушь на кончике ресниц. У меня эта тушь от Beauty Bomb из летней коллекции. Ну хоть для чего-то кисточка у этой туши подходит, потому что для обычных ресниц она не особо хороша. То есть здесь такой прикол, ресницы прокрашиваются только сверху, то есть у основания они остаются черными. И мне прям нравится, как это выглядит, прям действительно очень интересно. И теперь переходим к макияжу губ, который здесь очень креативный. Честно, на фото мне не очень нравятся губы. Несмотря на то, что идея очень прикольная, прям видно, что контур немного расплылся, что цвета как-то между собой перемешались. И, вероятно, всему виной просто блеск, который нанесли сверху. Сначала я покрою все губы тоном. И возьму черный гелевый карандаш для глаз и прочерчу им контур. Главное добиться идеальной ровной линии, конечно, на моих губах это будет не совсем возможно. Начну с розовой помады, и пусть это будет розовая матовая помада от NYX. Наношу ее плоской кисточкой аккуратно на центр губ. По краям добавлю вот такую жидкую помаду, у нее оттенок более яркий, но он посветлее. И теперь белой стойкой матовой помадой от Jeffree прорисую вот эти уголки губ. И теперь вот сюда наношу черные тени. И теперь остается взять черную подводку и очень аккуратно провести этот черный контур. И перед тем, как нанести на губы блеск, я хочу сделать веснушки, потому что Pink Mint наносит их очень интересным образом. Шляпну палкой по говну! И на лице веснушки! Она берет обычную бумажную салфетку и вырезает в ней дыру. Блин, какая-то большая дыра получилась, ну ладно. По идее, тут должно быть отверстие под нос, но извините, у меня больше салфеток нет. Это реально было последнее. И теперь через салфетку она брызгает вот такой спрей от L'Oreal. И таким образом веснушки должны попасть только на те места, где они должны быть, а не на все лицо. Да, что-то я с размерами веснушек немного облажалась, потому что с этой стороны какие-то они слишком огромные, но в принципе, как идея, это прикольно. Главный способ продемонстрировать. И теперь самое страшное в этом макияже – это блеск для губ. Я возьму вот такой блеск от Beauty Bomb, и если он заложает мне макияж, то я его засуну кому-нибудь в задницу. Я очень сильно боюсь, что после блеска все цвета перемешаются. Это очень волнительно. Эмочка или Monster High? Вот такой интересный образ у меня получился, как вам? Пока что у меня на удивление ничего не потекло, но я не удивлюсь, если я, допустим, с этим макияжем поеду куда-то на съемку, за время дороги от губ ничего не останется. И у меня прям появилась идея сегодня эти губы обязательно проверить, насколько бутербродов их хватит. Вот так мои губы выглядят после 2 бутеров, прям очень удивительно, но от них что-то осталось. К сожалению, не стойкая такая тема, но красиво. Кстати, я сейчас смотрю в камеру и почему-то без ресниц мне мой макияж глаз нравится намного больше. Вообще, мне было безумно интересно все это повторить, и у меня реально такое ощущение, как будто меня красил какой-то совершенно другой визажист, только моими руками. Напишите в комментариях, нравятся ли вам подобные макияжи, получилось ли у меня передать стилистику работ потрясающий Pink Mint, и вообще
я бы даже ввела отдельную рубрику на канале, где я вот таким образом пытаюсь повторять макияжи известных визажистов, пользуясь их техниками. Так что, если вам такой челлендж зашел, скидывайте в комментарии тех визажистов, чьи работы тоже вам было бы интересно посмотреть в моем исполнении, и чьи техники вам бы было интересно разобрать. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.